Привет, друзья! Меня зовут Кристина. Сегодня готовим самый пышный бисквит без разрыхлителя, который никогда не опадает. Всегда поднимается и получается на 100%. Воздушный, нежный, идеальный бисквит. Готовить проще простого, никаких заморочек, но без знания секретиков все же не обойтись. Ими я с вами и поделюсь. У меня бисквит будет довольно большой, я буду готовить его из 9 яиц. Первое, что нужно запомнить, это пропорции. На одно яйцо категории S1 мы берем 30 грамм сахара, 25 грамм муки и 5 грамм крахмала. Это, кстати, второй секретик – крахмал. Я всегда добавляю его в бисквит, тогда он получается более воздушный, нежный и не так сильно крошится. Очень многие смешивают яйца с сахаром, прогревают на водяной бане, все это перемешивают, но я считаю, что это лишнее. Что буду делать я? Я просто измельчу сахар в блендере. Сахара у меня на 9 яиц 270 грамм. И все, сахар будет мелкий, яйца у нас взобьются в пышную пену, и это то, что нужно. У нас получился вот такой очень мелкий сахар. Белки отделяем от желтков. Яйца я беру из холодильника, так они взбиваются гораздо лучше и быстрее. 3 столовые ложки сахара я добавлю к желткам, а остальное будем добавлять в белки. Желтки пока отставляем в сторонку. К белкам добавляю щепотку соли и начинаю взбивать сперва на маленьких оборотах миксера, а затем постепенно их увеличиваю. Как у нас начала образовываться пена, я начинаю постепенно добавлять сахар по 1 столовой ложке. Мой миксер справился за 7 минут. Если мы сделаем вот такую бороздку, то белок не должен внутрь заплывать. Вот такого состояния нам и нужно добиться. Слегка взобьем желтки прям вот этими же венчиками. Просто нам нужно добиться однородного состояния. Тоненькой струйкой вводим желтки в белки. Белки взбиваю сейчас пока на средних оборотах. После того, как я ввела желтки в белки, я взбивала миксером еще 5 минут. Вот такая консистенция должна получиться. К муке я добавляю крахмал и по желанию можно добавить пакетик ванилина. Обязательно просеиваем муку с крахмалом. Так эта смесь насытится кислородом и бисквит будет у нас более воздушным. Вводим в тесто в 4-5 этапов. Вмешиваем муку снизу вверх в одном направлении аккуратненько. Очень важно вмешивать муку силиконовой или деревянной ложкой. Если вы возьмете металлическую, то белки могут опасть. Я поменяла тару, потому что та была слишком мала. Я уже всю муку ввела, и очень важно слишком долго не мешать, иначе так тоже у нас бисквит может опасть. Кстати, тест на внимательность. Что я сейчас делаю не так, как все? Кто догадался, пишите в комментариях. Вот такое по консистенции получается тесто. Идеальный бисквит получается в мультиварке. На дно выкладываю пергамент. Очень важно, мы не смазываем ничем ни дно, ни бока. У меня чаша на 5 литров диаметром 22 сантиметра. Выкладываем тесто. Распределяем вот так равномерненько тесто. Оно, в принципе, само у нас уже растеклось, так как нужно придавливать лопаткой тесто не на дно. Еще очень важно, бисквит ставим выпекать сразу. Нам не нужно, чтобы тесто у нас долго стояло. Смешали, отправили в чашу мультиварки, закрываем и сразу готовим. У меня умная мультиварка Redmond, которой можно управлять прямо со своего телефона. Для этого нужно скачать приложение Ready for Sky, зарегистрироваться и синхронизировать смартфон с устройством. Это занимает не более 3 минут. Из этого приложения можно управлять всей умной техникой Redmond. Для синхронизации зажимаем вот эту кнопку на 5 секунд. После звукового сигнала нажимаем на смартфоне кнопку «Подключиться». Мультиварка нашлась, переходим к управлению. В приложении доступна книга рецептов, в которой подробно описан порядок приготовления, загружены фотографии и указана калорийность блюд. У моей мультиварки очень много программ, и есть еще такие, как «Отложенный старт» и MasterChef Lite. MasterChef Lite позволяет при необходимости менять настройки времени и температуры, даже если автоматическая программа была уже запущена.
Иногда это прям очень нужно. Например, я хочу, чтобы суп не просто приготовился, а потомился, и так он станет еще вкуснее. Заходим в меню выбора программ, выбираем выпечку и включаем. Мультиварка готовит. По завершении программы мне на телефон придет уведомление. Очень удобно. Благодаря удаленному управлению через приложение готовить в умных мультиварках Redmond можно прямо из офиса или, к примеру, по пути с работы домой. Знаю, что будете спрашивать про мою мультиварку, поэтому ссылочку на нее оставлю в описании под видео. Посмотрите. Пришло уведомление на телефон, что блюдо готово. После того, как программа выпечка окончилась, мы не открываем мультиварку, оставляем еще на 10 минут в режиме подогрев. 10 минут уже стоит на подогреве, нажимаем кнопочку «Стоп». Все, мультиварка окончила приготовление, выключаем ее из сети. Открываем. Вот, посмотрите, какой бисквитик получился. Кстати, не рекомендую протыкать деревянной шпажкой. Все, я прям чувствую, что он полностью приготовился. Если мы нажмем, оп, он восстанавливается. Оставляем в чаше мультиварки еще минут на 10 и затем уже будем вынимать. Кстати, посмотрите, от краешков он очень хорошо отходит. Достаем чашу мультиварки. У меня есть вот такие вот щипчики. Очень удобно ими все делать. Достаем бисквит. Оп. Снимаем бумагу для выпечки. И оставляем бисквит остывать на решетке. Бисквит остыл, я закрываю его в пищевую пленку. Нарезать его лучше хотя бы часика через 4. Я обычно оставляю на ночь на столе. Прошла ночь, бисквит у меня полностью созрел, и теперь его можно нарезать. Кстати, именно этот бисквит можно хранить и в морозилке до 3 месяцев спокойно, с ним ничего не будет. В пищевую пленку обернули, прям целиком, либо уже нарезанный в морозилку. Размораживать только нужно в холодильнике, а не на столе. Плюс такой бисквит можно хранить просто в холодильнике в течение 3 суток и потом использовать его для торта. Нарезать я буду обычным ножом. Делаю такие для себя насечки. Да, я хочу 3 коржа. И вот так просто по кругу провожу ножом, а затем берем обычную нитку, вставляем в наш подготовленный разрез. Здесь крест-накрест. И просто тянем нитку в разные стороны. Такой советский, еще бабушкин способ, как разрезать бисквит. Получается ровно, очень просто и не нужно никаких специальных приспособлений. Бисквит получается очень вкусный, нежный, воздушный и не сухой. Обязательно его приготовьте. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на канал и до встречи в следующем видео.